В этом видео мы проверим, правда ли это самый лучший пляж на Пхукете или это просто распиаренный аттракцион для туристов. И прямо сейчас мы стартуем из района Май Кхау, где живем. До цели ровно 22 километра. И навигатор говорит, что на байке этот путь займет всего 30 минут. Но прежде чем мы начнем видео, подпишись на канал и поставь лайк этому видео, ведь я очень старалась и мне будет безумно приятно. Ну что, сделали? Тогда погнали! Вообще Пхукет – это очень компактный остров, всего 50 на 20 километров. И из любой точки А в точку Б можно добраться всего за 1,5 часа на байке. Но Банана-Бич прячется ближе к северной части острова. Поэтому для тех, кто здесь живет, это по-настоящему секретная райская находка. И говорят, это один из самых красивых пляжей Таиланда. Ну что, проверим? Ну вот мы уже на въезде на территорию пляжа. И это самый настоящий классический Пхукет. Здесь все платно. За парковку байка вам придется отдать 40 бат. А если вы приехали на машине, то готовьте 100 бат. Хорошо, что этот тариф действует на целый день. Ну что, мы припарковались и уже идем к воде. Смотрите, здесь при входе на пляж висят огромные плакаты. Очень удобно, ведь по ним вы с легкостью можете понимать, когда и что здесь будет происходить. И в определенные дни здесь на побережье устраивают классные фаер-шоу. Ну что, идем дальше. Как вы видите, сам пляж, он вроде бы компактный, но и в то же время просторный. Береговая линия широкая и дышится легко. Классно, что здесь можно лежать прямо на песке и максимально близко к природе. Ну или с комфортом, за который вам придется заплатить. Аренда зонтика и 2 шезлонгов на пляже Банана-Бич вам обойдется 600 бат. Ну как вам такая цена? Но когда ты заходишь в воду, все мысли о деньгах просто растворяются. Посмотрите, какой идеальный пляж. Заход в море просто идеальный, пологий, мягкий, комфортный. И самое главное, глубина здесь начинается не резко. Так что именно здесь будет комфортно абсолютно всем, от детей до взрослых. Посмотрите на это Андаманское море. Оно невероятно красивое, чистое и кристально прозрачное. А это густая растительность, которая подходит прямо к пляжу. Она создает ощущение, будто ты попал на съемки фильма «Пляж» или «Остаться в живых». На территории есть все. И качели для инстаграмных кадров, и ресторан, цивилизованный душ и туалет. В этом месте и правда хочется остаться на весь день. Но главный визуальный кайф этого пляжа – это, конечно, традиционные тайские лодки. Они раскрашены буквально во все цвета радуги. Видите эту главную фишку? Длинный выносной винт. Местные называют их лонгтейл. Длинный хвост. Это настоящий национальный символ Таиланда, культурный код страны. И, кстати, лайфхак. С лодочниками можно договориться и использовать их лонгтейлы как обычную маршрутку, только водную. Они курсируют между соседними пляжами и поселками. И это отличная альтернатива душному такси. А еще Банана-Бич – это просто рай для снорклинга. Буквально в 10-15 метрах от пляжа начинаются кораллы, и там плавают сотни красивых разноцветных тропических рыбок. Вы только посмотрите на эту красоту. Здесь мы зависли на несколько часов.
Время пролетело незаметно. А если вы сюда приехали только ради контента и хотите сделать незабываемые фото, ловите секрет. Идите в самую левую часть пляжа, ближе к скалам. Там сумасшедшие локации. И можно сделать вот такие незабываемые фото. И также не забудьте сделать кадры обязательно прямо из воды, чтобы на фоне были и пальмы, и знаменитые лонгтейлы. И мы здесь зависли на несколько часов, наслаждаясь этим шикарным видом и райским отдыхом. Когда случается отлив, как сейчас, например, то вот такие вот листики плавают в воде разные. Но если прилив, то все отлично. Этот пляж мой фаворит. Конечно, после заплыва у нас проснулся дикий аппетит, и мы решили не искать компромиссов и пошли в ресторан, который находится прямо на пляже. Пробуем базу. Это острый, наваристый, традиционный том-ям и классическую жареную рисовую лапшу с овощами пад-тай. Сразу скажу, цены здесь кусаются. Пляжная наценка во всей своей красе. Вот, посмотрите на чек. Но мы вкусно пообедали, и за этот прекрасный вид можно немного переплатить. Согласитесь. Ладно, нам пора уже выдвигаться обратно на Майкао. И мы возвращаемся на парковку и идем к нашему байку. Пора ехать домой. Дома мы, конечно, уже успели освежиться в бассейне, но сидеть просто на месте – это явно не про нас. И вечером мы решаем протестировать самый аутентичный местный тайский транспорт – знаменитый тук-тук. Мы нашли первого попавшегося водителя на дороге и сторговались с ним за 300 бат, чтобы он нас отвез в местный торговый центр Turtle Village. И первое, что нас встречает в торговом центре, это слон. Вы можете купить корм и покормить его, но давайте честно, как по мне, это абсолютно негуманно. Держать такое огромное, умное животное на цепи. И все это ради развлечения туристов. И в 21 веке смотреть на это действительно грустно, согласитесь. Ну а сам Turtle Village – это скорее не торговый центр, а просто комплекс из нескольких малоэтажных зданий. Народу тут всегда немного, есть и супермаркет, и куча брендовых вещей, магазинчиков. Наш шопинг остался за кадром, а вот дорога назад – это точно заслуживает отдельного внимания. Обратно мы ехали с тем же водителем, просто попросили его немного подождать, и сумма вопроса была та же – 300 бат. Сначала было все отлично. Асфальт, фонари, знакомая дорога, но затем наш таец внезапно сворачивает из шоссе и везет нас ночью по бездорожью сквозь настоящие дикие джунгли. Вокруг полная темнота, ни огонька и рев мотора нашего тук-тук. И такого экстрима вечером мы точно не ожидали. Мне одной стрёмно, да, из всех, кто здесь сидит, я так понимаю. Ну, потому что я здесь уже наездилась, и поверьте мне, я не знаю, где мы сейчас. Хоть карту бери, открывай. И в какой-то момент стало действительно не по себе.
И в конце концов наш экстремал все-таки выехал к цивилизации и довез нас до дома. Имейте в виду, тайцы никогда не смотрят на навигатор. Они едут исключительно так, как им подсказывает интуиция и сердце. Мы дома. Ну а с вами увидимся уже в следующем выпуске. Огромное спасибо всем, кто подписался на канал. Всем пока-пока.